Друзья, всем привет! Вы на канале Шифр Земли. Сегодня речь пойдет о Черном море. Каждое лето миллионы людей едут отдыхать на Черное море, купаются, загорают, ныряют. И никто из них не подозревает, что на глубине больше 150 метров под ними мертвая зона, в которой нет ни рыб, ни кислорода, ни жизни. Только ядовитый газ, и его становится все больше. В сегодняшнем видео подробнее рассказали об этой теме. Всем приятного просмотра, мы начинаем. 422 тысячи квадратных километров. Максимальная глубина — 2210 метров. 6 стран на берегу. Дельфины, чайки, пляжи, закаты. Каждое лето сюда приезжают миллионы людей, чтобы купаться, загорать и ловить рыбу. Все выглядит нормально. Обычное курортное море. Но живой здесь является только тонкая верхняя пленка воды. Представьте девятиэтажный дом. Жизнь в нем существует только на крыше. Все остальные этажи от подвала до 8-го включительно заполнены ядовитым газом. Именно так устроено Черное море. Ниже 150 метров от поверхности начинается зона, где нет кислорода. Там нет рыб, нет водорослей, нет ничего, кроме бактерий. Эта мертвая зона занимает около 90% объема моря. По данным Морского гидрофизического института РАН, Черное море является крупнейшим бескислородным водоемом на планете Земля. Газ, который заполняет глубины, называется сероводород. Химическая формула H2S. Токсичен, горюч, взрывоопасен. Пахнет тухлыми яйцами. При концентрации выше 700 частей на миллион в воздухе убивает человека за минуты. В Черном море он начинается на глубине 150 метров, и дальше его концентрация растет с каждым метром. На 2000 метров содержание достигает максимума — 9,6 мг на литр морской воды. Общий объем сероводорода, растворенного в Черном море, составляет приблизительно 3,1 миллиарда тонн. Крупнейший резервуар этого газа на планете, и на его берегу каждое лето загорают люди. И самое странное, так было не всегда. Когда-то Черное море было обычным пресноводным озером. Чтобы понять, что его убило, нужно отмотать время на несколько тысяч лет назад. В 1997 году два геолога Колумбийского университета, Уильям Райан и Уолтер Питтман, опубликовали работу, которая перевернула представление об истории Черного моря. Они изучали донные осадки. Брали пробы грунта с морского дна и обнаружили резкий переход. Слой с пресноводными моллюсками обрывается, и сразу над ним начинается слой с морскими организмами. Граница была настолько четкой, что выглядела как линия, прочерченная ножом. Никакого плавного перехода, никакого постепенного смешения. По их гипотезе, около 7,5 тысяч лет назад Черное море было замкнутым пресным озером. Его уровень находился на 100 с лишним метров ниже, чем уровень Средиземного моря. Между ними лежал сухопутный перешеек на месте нынешнего пролива Босфор. Когда после последнего ледникового периода ледники растаяли и уровень Мирового океана поднялся, Средиземное море перелилось через эту перемычку. Райан и Питтман рассчитали мощность потока. По их оценке, через Босфор хлынуло около 10 кубических миль воды в сутки. Поток в 200 раз мощнее Ниагарского водопада. Уровень озера поднимался на 15 сантиметров в день. 60 тысяч квадратных миль суши были затоплены менее чем за год. Тяжелая соленая вода хлынула в пресное озеро и легла на дно. Легкая пресная осталась сверху. Два слоя, как масло и уксус в бутылке. Они не смешивались тогда. Они почти не смешиваются до сих пор. Именно этот момент стал началом того, что мы наблюдаем сегодня. Райан и Питтман пошли дальше геологии. Они предположили, что именно этот катаклизм мог стать основой для древних легенд о Великом потопе. Поселения на берегах озера были затоплены, люди бежали на возвышенности. Память об этом событии, по их версии, могла пройти через тысячелетия и превратиться в библейский сюжет. Важная оговорка. С этой гипотезой согласны далеко не все. Команда профессора Джуна Абраджана из Рентелеровского политехнического института изучила осадки соседнего Мраморного моря и пришла к выводу, что затопление было постепенным. Не катастрофа за год, а медленный процесс, растянувшийся на тысячи лет. Спор между учеными продолжается по сей день, но для нашей истории важен не сам момент прорыва, а его последствия. Соленая вода легла на дно, пресная осталась сверху. Два слоя с разной плотностью перестали обмениваться между собой. Кислород с поверхности перестал поступать на глубину. И вот тогда, в полной темноте,
На глубине 150 метров и ниже началось то, что продолжается до сих пор. Черное море сейчас работает как двухэтажный резервуар. Верхний слой опреснен реками. Дунай, Днепр, Днестр, десятки мелких рек несут пресную воду с континента. Соленость верхнего слоя около 18 промилле. Нижний слой получает соленую воду из Средиземного моря через Босфор. Соленость около 22 промилле. Разница в 4 промилле кажется небольшой, но в масштабах океанографии она колоссальна. Соленая вода тяжелее, она уходит вниз. Пресная легче, она остается наверху. На границе между ними, на глубине от 100 до 200 метров, формируется так называемый хемоклин, слой резкого изменения всех химических параметров воды. Он работает как перегородка в стакане. Ни кислород, ни тепло через него почти не проходят. Без кислорода на глубине органика, которая тонет сверху, мертвая рыба, водоросли, планктон, не разлагается привычным путем. Ее перерабатывают анаэробные сульфат-редуцирующие бактерии. Они потребляют сульфаты из морской воды и выделяют побочный продукт — сероводород. 3,1 миллиарда тонн за тысячи лет бесперебойной работы. Яд производится круглосуточно и непрерывно. Ученые до сих пор спорят о том, откуда именно берется такой объем сероводорода. Основная версия — бактерии. Альтернативная. Часть газа поступает из геологических разломов на дне. Вероятно, работают оба источника одновременно. Но результат один и тот же. 90% объема Черного моря мертвы. Все живое сосредоточено в тонком верхнем слое. Под ним тишина и газ. И возникает логичный вопрос. Если два слоя не смешиваются, если перегородка держит яд внизу, значит бояться нечего. Яд навсегда заперт на глубине. Купайтесь спокойно. Логично. Но в 1927 году жители Крыма увидели нечто, что перевернуло эту логику с ног на голову. 11 сентября 1927 года. Вечер. Южный берег Крыма. Курортный сезон подходит к концу. В Ялте еще полно отдыхающих. Погода тихая, море спокойное. Рыбаки ушли на ночной лов между Алуштой и Судаком. Но около 10 часов вечера они услышали глухой гул, идущий откуда-то снизу, из-под воды. Поверхность моря начала мелко дрожать, хотя ветра не было. Рыбаки описали происходящее одним словом. Море кипело. Даже самые опытные из них побросали снасти и повернули к берегу. На суше тем временем происходило странное. Собаки прижимались к хозяевам. Лошади отказывались от еды и рвались из стойл. Птицы замолчали. Гидролог профессор Петр Двойченко находился в тот вечер в Севастополе и наблюдал необычное свечение на западе. Небо было охвачено буровато-оранжевым светом. Отблеск падал на гладь карантинной бухты так ярко, что лошадь шарахалась от воды. Грозовых туч на горизонте не было. В 15 минут первого ночи земля ударила. Землетрясение с интенсивностью до 8-9 баллов. Эпицентр под морским дном южнее Ялты. За 11 часов произошло 27 сильных толчков. В Ялте пострадало до 70% зданий. В горах начались обвалы. Стены домов рушились. Балконы падали на людей, выбегавших на улицу. Море отошло от берега и вернулось волной. Но самое пугающее произошло не на суше. С моря пришли рассказы, которые звучали как бред. Очевидцы из Севастополя, Евпатории, Феодосии, из городов, разбросанных на сотни километров друг от друга, описывали одно и то же. Море горело. Не нефтяное пятно, не отражение пожара на берегу. Огненные столбы поднимались из воды. У мыса Луку, к западу от Севастополя, наблюдатели с военных постов зафиксировали вспышку высотой около 500 метров и шириной до 1,5 морских миль. Секретный рапорт на имя начальника гидрографического управления Черноморского флота содержал точные пеленги и время. В 2 часа 48 минут из Евпатории наблюдались вспышки белого огня. В 3 часа 3 минуты из Севастополя зафиксирована огненная вспышка высотой 500 метров. Огни видели даже из Феодосии, в 30 километрах по направлению к Анапе. Расстояние между крайними точками наблюдения составляло 60-70 километров. Что горело? Ученые спорят до сих пор. Доктор технических наук Рифкат Ахмедов утверждал, что горел сероводород, поднявшийся из глубин при сейсмическом сдвиге. Очевидцы чувствовали характерный запах тухлых яиц на берегу, а при высокой концентрации в воздухе сероводород способен самовозгораться. Академик Владимир Беляев возражал. По его словам, горел метан, который практически не растворяется в воде и способен давать устойчивый факел пламени.
Метан выходит из подземных резервуаров через трещины в морском дне, возникающие при землетрясениях. Подобные метановые факелы хорошо известны при грязевых извержениях в Бакинском архипелаге на Каспии. Группа ученых, в которую входил специалист Морского гидрофизического института Виктор Егоров, обнаружила на глубине 350 метров обширную зону разгрузки метана, которая, по их данным, активировалась именно в 1927 году. Егоров считает доказанным: горел метан, а сероводород на поверхность подняться не мог, потому что кислород в верхних слоях моря немедленно окислил бы его. Кроме того, между сероводородной зоной и поверхностью находятся 3 слоя бактерий, которые питаются сероводородом и стабилизируют его верхнюю границу. Огонь на воде погас. Крым восстановился за год. Курортная инфраструктура была отстроена заново. Погибших от землетрясения оказалось 3, раненых — 65. Масштабы разрушений были внушительными, но паника нанесла больше вреда, чем сама стихия. Отдыхающие платили любые деньги, чтобы покинуть полуостров. Люди спали на улицах, боясь заходить в дома. Событие 27 года осталось единичным задокументированным случаем, когда газ из глубин Черного моря вырвался на поверхность и загорелся. Но оно поставило вопрос, на который до сих пор нет окончательного ответа. Что будет, если подобное повторится в более крупном масштабе? Институт сейсмологии Крымского федерального университета фиксирует от 50 до 150 землетрясений в год в Черноморском регионе. Крупные сейсмические события в Крыму случаются по статистике раз в 80-100 лет. Последнее разрушительное произошло в 27-м. С тех пор прошло почти 100 лет. Но землетрясение — лишь один из факторов. Есть другой, более медленный и более тревожный. Граница сероводородной зоны не стоит на месте. Она ползет вверх. И ползет она не из-за геологии, а из-за нас. В Черное море впадают одни из крупнейших рек Европы. Дунай, который собирает стоки с территории 10 стран. Днепр, Днестр. Десятки мелких рек из Турции, Грузии, Болгарии, Румынии. По разным оценкам, около 20 стран Европы сбрасывают сточные воды в Черное море, в том числе через эти реки. Удобрение сельскохозяйственных полей, канализация городов, промышленные отходы. Все это попадает в воду и запускает процесс, который океанологи называют эвтрофикацией. Механизм простой. Азот и фосфор из удобрений кормят водоросли. Водоросли бурно размножаются на поверхности, потом отмирают и тонут. Мертвая органика опускается ниже хемоклина и становится пищей для тех самых анаэробных бактерий, которые производят сероводород. Больше удобрений наверху означает больше яда внизу. По данным Черноморской комиссии за 2023 год, верхняя граница сероводородной зоны поднялась на 20-30 метров за последние десятилетия. Другие источники дают цифру до 40-50 метров. Разброс оценок большой, но направление одно и то же — вверх. Побережье принадлежит 6 странам — Турции, Болгарии, Румынии, Украине, России, Грузии. 20 стран сливают стоки через реки, и ни одна из них не несет ответственности за то, что происходит на глубине 200 метров. Нет международного договора, который регулировал бы концентрацию сероводорода в толще воды. Нет органа, который мог бы заставить фермеров Баварии перестать сыпать нитраты на поле, потому что через Дунай они попадут в Черное море и превратятся в яд на глубине. Разделение слоев в Черном море держится на разнице плотности, которая зависит от 2 вещей — солености и температуры. Верхний слой менее соленый и более теплый. Нижний — соленый и холодный, около 9 градусов Цельсия круглый год. Эта разница создает плотностный барьер. Пока барьер стабилен, яд остается внизу. Но если условия изменятся, если зимнее охлаждение верхнего слоя станет аномально сильным, или если мощный шторм перемешает слои в прибрежной зоне, сероводород может подняться ближе к поверхности. При определенных условиях возможно частичное вертикальное перемешивание. Оно не выпустит весь газ наружу, но оно может сдвинуть верхнюю границу зоны на десятки метров выше. Есть и еще один фактор. Температура поверхностного слоя Черного моря растет. Процесс медленный, но измеримый. Теплая вода легче холодной. Казалось бы, потепление должно укреплять барьер. Легкий верхний слой лучше плавает на тяжелом нижнем. Но потепление одновременно усиливает эвтрофикацию. Водоросли растут быстрее в теплой воде. Больше водорослей — больше мертвой органики, больше пищи для бактерий, больше сероводорода.
Температура работает против нас с двух сторон одновременно. Казалось бы, безвыходная ситуация. Море медленно отравляет само себя, а мы помогаем ему удобрениями и стоками. Но нашлись люди, которые посмотрели на проблему с другой стороны. Они задали вопрос, который звучит почти абсурдно. А что если не бояться яда, а добывать его? В 2009 году в акватории Черного моря у Новороссийска, в 6 морских милях от берега, состоялся эксперимент. Его провела компания под названием «Черноморская энергетическая компания». С борта судна на глубину опустили оборудование для подъема сероводородной воды. Задача звучала просто — поднять воду с глубины, где растворен сероводород, на поверхность, отделить газ от жидкости, разложить его на компоненты. Сероводород состоит из водорода и серы. Водород можно сжигать как топливо. Сера используется в химической промышленности. 3,1 миллиарда тонн яда, которые годами копились в глубинах, теоретически могли превратиться в источник энергии. Академик Российской академии наук Михаил Иванов подсчитал запасы. По его оценке, сероводород Черного моря эквивалентен 600 миллиардам литров бензина. Этого хватило бы, чтобы утолить энергетический голод всех причерноморских стран на десятилетия. Топливо буквально под ногами отдыхающих. Не нужно бурить скважины в Арктике, не нужно строить платформы в открытом океане. Яд, который угрожает экологии целого региона, можно было бы превратить в ресурс и параллельно очистить море. Идея не нова. Еще в советское время обсуждались проекты промышленной добычи сероводорода из Черного моря. Предлагались схемы с подъемом глубинной воды через трубы, с химическим разложением газа, с использованием полученного водорода для электростанций на побережье. В 90-е и 2000-е появились проекты искусственной аэрации, закачка кислорода на глубину с помощью компрессоров, чтобы окислить сероводород и сжать мертвую зону снизу. На бумаге все работало. На практике ни один из этих проектов не вышел за рамки эксперимента. Причин несколько. Первое. Технология подъема сероводородной воды с глубины в 200-300 метров требует огромных энергозатрат. Вторая. При подъеме давление падает, газ начинает выделяться из раствора уже в трубе, и если система не герметична, вместо управляемого процесса получается неуправляемый выброс токсичного горючего газа рядом с судном и экипажем. Третье. Масштаб задачи чудовищный — 3 миллиарда тонн. Даже если перерабатывать 1000 тонн в сутки, на полную очистку уйдут миллионы лет. Четвертое, и, пожалуй, главное — политика. Черное море окружено 6 странами с разными интересами, разными бюджетами, разными отношениями друг с другом. Договориться о совместном проекте такого масштаба пока не удалось. Эксперимент у Новороссийска доказал принципиальную возможность. Сероводород можно поднимать, можно разделять, можно получать из него водород. Технология существует, но между лабораторным опытом и промышленной добычей лежит пропасть, которую пока никто не перешел. А пока проекты лежат на полках, море продолжает работать в своем режиме. Бактерии производят сероводород, реки несут удобрения. Граница мертвой зоны сдвигается, и Черное море в этом смысле не уникально. Оно просто самое большое и наглядное зеркало процесса, который происходит по всей планете. В 1950-х годах в Мировом океане было зафиксировано около 40 мертвых зон, участков, где содержание кислорода падает настолько, что большинство морских организмов погибает. К 2008 году исследователи насчитали 405 таких зон. По данным программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде, к настоящему моменту их число превысило 500. Оно удваивается примерно каждые 10 лет, начиная с 60-х. Балтийское море, Мексиканский залив, Аравийское море, Чесапикский залив на восточном побережье Соединенных Штатов. Список растет. Механизм везде один. Сток удобрений с полей приводит к бурному росту водорослей. Водоросли отмирают и тонут. Бактерии разлагают органику и потребляют весь кислород. Рыба уходит или гибнет. Дно превращается в биологическую пустыню. В Мексиканском заливе мертвая зона у устья Миссисипи ежегодно достигает площади в 15-20 тысяч квадратных километров. Это территория размером с небольшую европейскую страну. В Балтике бескислородные зоны на дне существуют тысячелетиями, из-за той же стратификации, что и в Черном море, но антропогенная нагрузка резко ускорила процесс. Черное море отличается от всех остальных масштабом. 90% объема мертвы. Побережье 6 стран, десятки миллионов жителей прибрежных городов, миллионы туристов каждый год. Океанолог Александр Городницкий называл Черное море биологической бомбой.
Формулировка жесткая, но арифметика ее поддерживает. Что произойдет, если ничего не менять? Реки будут нести удобрения, эвтрофикация продолжится, бактерии получат больше пищи, граница сероводородной зоны будет медленно подниматься. При очередном сильном землетрясении, а оно рано или поздно случится, возможен локальный выброс газа из глубин. Не по всей площади моря, а в зоне сейсмического разлома. Метан, как в 27 году, поднимется через трещины и может загореться. Сероводород, по мнению большинства специалистов, на поверхность выйти не способен. Его окислит кислород верхних слоев, а бактериальные барьеры удержат. Но если граница мертвой зоны поднимется еще на 50 метров, если штормовое перемешивание достанет до нее и вытолкнет сероводородную воду в прибрежную полосу, последствия для морской фауны и рыболовства будут катастрофическими. Рыба просто уйдет или задохнется. Одно уточнение, чтобы не создавать ложной паники. Сценарий взрыва всего Черного моря, при котором 3 миллиарда тонн сероводорода одновременно выходят на поверхность и поджигают атмосферу, физически невозможен. Газ растворен в воде под давлением. Чтобы он вышел, нужно поднять всю толщу воды или резко сбросить давление на глубине. Ни одно землетрясение, даже самое мощное, на это не способно. Черное море не взорвется как бомба. Оно работает тоньше. Оно медленно расширяет мертвую зону, миллиметр за миллиметром, год за годом, сужая тот тонкий слой, в котором еще теплится жизнь. Именно поэтому Черное море важно не как локальная проблема 6 стран. Оно важно как модель. Самый крупный и наглядный пример того, что происходит, когда мы десятилетиями сливаем в воду то, что ей не предназначено. 500 мертвых зон в Мировом океане. В 50-х их было 40. Через 20 лет может стать 1000. Черное море показывает конечный результат этого процесса. 90% объема без жизни. Оно не аномалия. Оно предупреждение. Корней Чуковский отдыхал на южном берегу Крыма в сентябре 27 года. Он видел, как море горело. Позже он написал детское стихотворение. А лисички взяли спички, к морю синему пошли. Море синее зажгли. Поколение детей читали эти строчки и смеялись. Никому не приходило в голову, что автор описывал реальное событие. Что он стоял на берегу и видел огненные столбы над водой. Что под этой водой лежит 3 миллиарда тонн газа, который пахнет тухлыми яйцами и убивает за минуты. Море горело один раз. Его видели рыбаки, военные наблюдатели, поэты и перепуганные курортники. С тех пор прошло почти 100 лет. Бактерии за это время не останавливались ни на секунду. Реки не прекращали нести удобрения. Граница мертвой зоны не опускалась обратно. Черное море терпеливо ждет. Оно никуда не торопится. У него в запасе 3 миллиарда тонн и вся геология планеты. Спасибо, что досмотрели данный видеоролик до конца. Не забудьте поставить лайк, оставить ваш комментарий, что вы думаете по этому поводу, и также подписаться на мой канал. Всем спасибо, всем до новых встреч.